Сегодня у нас уникальный автомобиль. И это не обычный W124 или даже 500E или E500. Некоторые из вас, возможно, даже догадались, что перед вами один из 13 седанов AMG Hammer 6.0. И это действительно так. Ведь под капотом у нас V8. С уникальной историей, которая ознаменовала собой конец эпохи топливного кризиса начала 80-х, положила начало эры суперседанов. Это машина с уникальной историей, которую мы вам расскажем. Друзья, для тех, кто со мной не знаком, меня зовут Георгий, и мы находимся на территории нашей сервисной станции «Юность». Совершенно недавно переехали в это новое помещение, достаточно долго делали ремонт и готовились для того, чтобы начать работу над очень интересным проектом. Это будет сериал про реставрацию одного очень важного автомобиля. Но прежде чем мы перейдем к рассказу про него, давайте перенесемся немножко в прошлое. После трагических событий, которые произошли в Лимане 1955 года, Mercedes принимает решение полностью свернуть все заводские программы по автоспорту и сконцентрироваться на производстве люксовых и комфортных автомобилей. И вот, как ни странно, это, наверное, несчастье, это событие, оно сыграло очень весомую роль в истории появления компании AMG. Ведь дело в том, что если бы Mercedes продолжил вкладывать деньги в спортивные программы, то, наверное, у двух вот этих вот энтузиастов, двух мотористов, которые работали в компании Mercedes, навряд ли бы появилась такая возможность сделать то, что они сделали, создать компанию, которая подарила нам множество очень интересных автомобилей. В 1965 году этим двум ребятам вновь дали по носу, сказали, что не надо, потому что они пытались проявить какую-то свою вот эту любовь к спортивным моторам и делали двигатель для турингового автомобиля 300 SE, и даже этот автомобиль выиграл чемпионат Германии, но им сказали, что этого делать не надо, и вот они в 1965 году уже начинают делать это в частном порядке, и у них уже появляются первые идеи о том, что нужно создать свою команду, свою небольшую компанию. И приходит 1967 год, и они создают компанию AMG. AMG, откуда это взялось? Прежде всего, АМ – это фамилии двух основателей, это Ханс Вернер Ауфрехт и Эрхард Мельхер. АМ и Г – это Кросспах, их родная деревня, коммуна, в которой они жили и в которой как раз был создан вот тот самый гараж, с которого началась история данной компании. Но эти двое были не единственными энтузиастами, которые горели автоспортом. У них также был коллега, их бывший начальник, человек по фамилии Ваксенбергер. И он, скажем так, разрабатывал автомобиль для участия в гонках. И он взял за основу автомобиль 300 S и L, поставил в него двигатель M100, который мы, наверное, впервые увидели на W100. Таким образом, сделал машину, на которой он вполне успешно участвовал в 1969 году в гонке в Макао, это гонка на выносливость, и он ее выиграл. То есть, таким образом, вот эта машина, она впервые достигла какого-то успеха именно на этой гонке. Но из-за того, что это было довольно тяжело скрыть, и несмотря на то, что автомобиль был заявлен от дилера, тем не менее, про это прознал Mercedes и поставил на это блок. Они сказали, что этого делать не нужно. И таким образом эта программа опять загнулась. То есть ему пришлось про это забыть. Ваксенбергер, он сам, кстати, управлял этим автомобилем. Он решил все-таки как-то извернуться и эту историю продолжить. И как раз он обращается к ребятам из AMG, к своим бывшим коллегам, с просьбой поработать над этим двигателем, над этой машиной в целом, для того, чтобы заявиться на гонку 24 часа СПА. Смотрите, какие у нас были проблемы. Дело в том, что он уже на тот момент начал работу над тем, чтобы увеличить рабочий объем двигателя с 6,3 до 6,8. Но кроме того, когда машина пошла на тесты, они обнаружили, что всего лишь через 20 кругов у нее просто взрываются колеса. То есть это была такая для них ситуация. Это не сейчас, когда все обвешано датчиками, уже все продумано, проработано, а люди просто прокладывали себе дорогу. И вот таким образом он обращается в AMG и говорит: ребята, значит, вот у меня есть машина, вот у меня есть разработанный фактически
электрический двигатель, есть шины, которые лопаются. Давайте вот вы, как частная компания, которая у вас уже есть, на тот момент сделаете эту машину, выставите ее на старт гонки в СПА. И ребята с энтузиазмом берутся за проект, доводят до ума уже этот двигатель 6.8, решают проблему вот с этими лопающимися шинами и заявляются на гонку на 24 часа СПА 1971 года. Они занимают второе место. И, наверное, вот именно это событие, то есть, понимаете, вот кто-то говорит, что ребята из АМГ, они сами купили битую эту машину и сами ее построили. Это уже различные версии. Вот я больше верю вот в ту, которую я вам рассказал. Но, тем не менее, после вот этой гонки, после, как бы вот такой неожиданной машины, которая вот берет второе место, и это действительно очень такой крутой результат от даже частной команды, естественно, сразу огромное количество частных клиентов приходит к их двери, в их деревне для того, чтобы заказать у них доводку своих двигателей на своих автомобилях Mercedes-Benz. И с этого и начинается вот та самая знаменитая история компании AMG, которую мы знаем сегодня. А спустя несколько лет после успеха в СПА в Mercedes в 1977 году стартует разработка V124. На втором году жизни V123 в Mercedes начинают разработку следующего поколения, которое они планируют назвать V124. Но вот что очень важно понимать, что 123 в то время уже был таким эталонным автомобилем, эталоном своего класса. Он задавал много новых стандартов в своем сегменте. И таким образом у Mercedes была действительно очень сложная задача для того, чтобы его превзойти и сделать автомобиль, который будет по всем аспектам лучше. И для того, чтобы этого добиться, они для начала взяли наработки, которые делались для автомобиля, нового автомобиля для линейки Mercedes, младшей модели V201, и взяли они от нее многорычажную заднюю подвеску, которой, кстати, у 123-го, как вы понимаете, не было. И вот они разрабатывают машину, представляют ее в 1984 году, и в 1985 поступает в продажу. Что она из себя представляла? Ну, смотрите, для того, чтобы хорошо понять автомобиль, наверное, надо понять, в какое время он разрабатывался, чего люди ждали от этого автомобиля. Ну, начнем с того, что был довольно такой заметный, ярко выраженный энергетический топливный кризис. Таким образом, очень важно, чтобы машины имели экономичную линейку двигателей. Это было сделано. Но одной лишь экономии двигателей нельзя было обойтись. В те времена Mercedes уже думал об аэродинамике. Кстати, CX-028, его показатель обтекаемости, и машину для них нарисовал известный дизайнер, которого все прекрасно знаете, Бруно Сака. И самое интересное, что когда ты вникаешь в то, как сделан 124, ты понимаешь, что его дизайн — это то, что все-таки подчинено функции. У него очень много вот таких элементов, которые именно сделаны для того, чтобы машина была обтекаемой, где-то меньше загрязнялась. Передний очиститель центральный, который мы запоминаем, единственный, он сделан не для красоты или для того, чтобы мы его запомнили, он сделан для того, чтобы обеспечить максимальную площадь очистки. Все вот в этой машине было из этих мелочей, но в то же время вот этот итальянский дизайнер, он смог это упаковать в такой мерседесовский сдержанный такой костюм, если хотите. Таким образом, аэродинамика, она обеспечивала тоже дополнительный какой-то процент в экономичности. И кроме того, хорошая аэродинамика, конечно же, обеспечивает хорошую шумоизоляцию. То есть это комфорт внутри салона. Вы можете ехать спокойно, нету какого-то звукового давления и так далее. То есть это уже то, о чем люди в конце 70-х из Mercedes активно думали при разработке машины. И, естественно, в интерьере это качественные материалы, это классная эргономика. Ты сидишь на правильном месте. Рулевое колесо тоже расположено так, как тебе удобно. Климатическая установка в доступности, и ей управлять тоже очень удобно. Все материалы в салоне очень качественные. То есть поймите правильно, Mercedes, он был собран вот из этих элементов, которые все покупатели от него в 80-е ждали, и он вышел настолько успешным, что еще много лет все конкуренты, им только оставалось пытаться дотянуться до такого уровня, а не то, что переплюнуть, понимаете? То есть они
они шли на шаг вперед, насколько машина была передовой на тот момент. Кроме того, что она была красивая, у нее была экономичная линейка двигателей, но была у них и одна все-таки такая, знаете, проблема. Дело в том, что BMW уже в то время, наверное, метили на то, чтобы сделать свой спортивный седан, и появилась М5 в кузове Е28, но Mercedes не предлагал никакого конкурента и не планировал в то время, и самая мощная машина с двигателем М103 выдавала всего 190 лошадиных сил. Конечно, к каким-то спортивным характеристикам отношения вообще не имела. Ребята из AMG для себя решили, что они хотят сделать свою версию V124, которая сможет набрать больше 300 км в час максимальной скорости. Как гласил заголовок журнала Auto Week от 1986 года, AMG умудрились построить самый быстрый в мире седан и назвали его Hammer. Под капотом они разместили 5,6-литровый двигатель V8, 355 лошадиных сил. Причем самое интересное, что максимальная скорость этого автомобиля в 6-литровой версии составляла 303 км в час. Это на 15 км в час больше, чем у Ferrari Testarossa, и на 8 км в час больше, чем у Lamborghini Countach. Что из себя представляет этот автомобиль сегодня? Ну, давайте не делать все-таки конечных выводов, потому что ему еще предстоит реставрация, но тем не менее он ощущается очень живым, очень быстрым, более отзывчивым, чем стандартная версия, с более мощными тормозами. То есть все то, о чем пишется в пресс-релизе, и то, что заявляется, в принципе, соответствует. Выходила очень известная, легендарная, можно сказать, статья в журнале Car and Driver, опять же, от 1986 года, и там они, в принципе, назвали просто Хаммером, и назвали его самым быстрым седаном и самым увлекательным в управлении седаном в мире. И таким образом, именно после вот этих выходов статей в AMG и решили, что они будут называть автомобиль 300E124 Хаммером. То есть это название, оно прижилось, потому что оно одинаково звучит и на английском, и на немецком. Хаммер — это название исходило из его двигателя. Как бы с одной стороны, очевидно могло показаться, что Хаммер, ну, как бы молот, как что-то такое производительное, мощное, ударное. Но вот у меня есть такая версия, что за счет того, что на Хаммере установлены вот эти вот головки с 4 клапанами на цилиндрах, эта головка, она как бы чуть шире, чем сам блок цилиндров. И таким образом вместе с этим блоком образовывает форму молота. Хаммер существовал в 3 видах кузова. Это седан, купе и универсал. Причем седанов было выпущено 13 автомобилей, а всего Хаммеров 54. Эту цифру мы знаем из официальных интервью, которые представители AMG давали прессе. На сегодняшний день точно неизвестно, сколько автомобилей сохранилось, поэтому эта информация, естественно, интригует автомобильное сообщество и людей, которые интересуются этими машинами. Давайте вот представим, сколько может стоить такой автомобиль, от чего это зависит. Но для начала давайте войдем в контекст. Это цены в 1986-1988 году. Начнем с М5 Е28. 50 тысяч долларов. Затем 911 турбо в поколении 930, это 69 тысяч долларов. Давайте еще выше. Testarossa 134 тысячи долларов. И, наконец, Lamborghini Countach 138 тысяч долларов. Вот такие были цены. Сколько же стоил Хаммер, как вы думаете? А стоил он 167 тысяч долларов. Представьте, насколько это был дорогой автомобиль. Еще берите в расчет то, что каждый отдельный Хаммер отличается друг от друга, каждый уникален, потому что делался он под заказ, под конкретного клиента. И вот на сегодняшний день можно считать, что базовой такой ценой на Хаммер можно брать цену в 600 тысяч долларов. Но при этом есть вещи, от которых цена зависит. Значит, автомобили производились на 3 различных площадках. Это США, Уэстмаунт, Иллинойс, это рядом с Чикаго. Затем Япония и Германия. У американских машин ВИН-номера у кузовов соответствовали тем самым, которые были присвоены им с завода на базовом автомобиле. А вот у немецких автомобилей интересно, что оригинальный заводской ВИН на манер, как было сделано в компании Alpina, был перечеркнут, и ей был присвоен уникальный ВИН-номер AMG, который начинался, внимание, с этих 3 заветных
букв АМГ и затем уже номер. И вот у нас рядом ровно такой немецкий автомобиль с ВИН-кодом, начинающимся с букв АМГ. То есть самые ценные машины, они все-таки немецкие. Вот Хаммер, знаете, он, наверное, сам того не подозревая, стал прародителем целой серии спортивных автомобилей и изменил судьбу компании, в которой был создан. И, с другой стороны, наверное, поставил жирную точку в нефтяном кризисе 80-х годов. А что касается нашего автомобиля, то его ждет реставрация, а вас ждет, наверное, увлекательный сериал о том, как мы будем восстанавливать и какие подходы требуются для того, чтобы качественно его восстановить. А машина уже в ближайшие дни пойдет на станцию, будет разобрана до основания и, наверное, не скоро еще увидит асфальт.